Ну что, сколько там у нас дней было работы? Неделя, а у тебя месяц, да? Подготовили красавца морского льва. Завтра спуск. Новый антифолинг, все новые обслуженные моторы, новые наклейки, блядь, новый парус, закрутка там чуть-чуть. Так, все супер. Будут ходовые испытания. Ну что ж, друзья, приветствую вас вновь на канале Yacht Family. Сегодня в этом выпуске я хочу показать вам весь этап от выбора до перегона катамарана Voyager Sea Leon, который был сделан для одного, конечно же, из наших подписчиков и друзей канала Дмитрия. Видео, где мы осматривали в самом начале, как он выглядел, я здесь вам подсказочку закреплю, но вы можете найти его на канале Voyager 430. Ну а здесь мы под вид красивых наших переходных видов, шум, волны и море, буду вам рассказывать, какие этапы покупки мы проходили и какие сложности у нас на пути возникали. В ближайшие 2 недели на канале выйдет еще 2 видео, один из которых обзор рынка. Еще есть материалы по обзорам Nautica 38, Бавария 46 и Океане 46. Поэтому обязательно колокольчик, конечно же, подписка, чтобы ничего не пропустить. Ну что, пошла движуха. Проект длиною в 1,5 месяца от покупки, оформления и на данный момент спуска на воду. И будем еще транспортировать эту красотку к Турции. Классное такое оборудование у ребят. Тракторочки, погрузчики, платформа. Клеопатра Марина. Кстати, по сравнению с той же Турцией, Клеопатра Марина на берегу стоит 3500 контракт за 5 месяцев. А когда в Клеопатре ты не на берегу, ты не платишь. Ну, получается, грубо говоря, за переждать зимний сезон. Вообще красота, смотришь, конечно. Не сравнить с Нидри колхозными этими подъемниками, которые твой корпус царапают, еще что-то дерут. Здесь все красиво на ремнях. Ну подожди, команду дадут тебе. Что ты на изжоге? Ну, конечно, закончится. Давай, Маш, пока это можно. Наверное, пока не видят, Маш. Big boy. Надеюсь, вам видно, выглядит это, конечно, очень впечатлительно. Маленькие экраны. Аккуратненькие. Она стоит на вот такой большой. 300 тонн поднимает. По ширине еле-еле он сейчас чуть ли не бьется. Клеопатре стоит вот такой симпатяга. Ну, я так понимаю, по виду карбоновый. И все спускают, мачты, все лежит. Кили, перруля, все. Кили на 2 болтах, если что, кто там. Но зато какое посадочное место. Вот такой симпатяга гоночный болид. И как он здесь спустится? Здесь же узко. А вот тут там расширение. Хотя выглядит как будто прям на упор. Это какое-то что-то на оргазмическом. У старика еще порох, пороховница. Он 6-7 идет. Мы 5, как здесь положено, идем. подняли все
паруса. Идем в Меганисе. Соскучился я по своей лодке, надо посмотреть. А входим. Куда мы идем? В Миссалонги, а это Меганисе обходим. Порт Атена, все как обычно, как вот и я шел. Но это уже для большого видео, перегон катамарана. Виды сегодня, конечно, шикарные. Дима на рулях. Идем абсолютно полным. Катамаране ни хера не скрипит внутри, да? Мотор 910. Сегодня у нас по программе проход вот этого моста Рио в центре страны Патры. Соединяет остров Пелопоннес с континентальной Грецией. Ну что ж, давайте поговорим, собственно, о этапах приобретения, выбора и дальнейших каких-то инфраструктурных проблемах, которые могут возникнуть. Ну, во-первых, выбор. Известно, что на Инауте, много раз об этом говорю, есть очень много фейковых объявлений, которые нацелены на мошенников, предлагают вам куда-то перегнать. Ну, в общем, все эти истории известны, смотрите в предыдущих видео, как они выглядят и так далее. На других сайтах это тоже появляется, в том числе и на Car.gr и на Facebook Marketplace. Поэтому все объявления, не нужно оценить рынок, понять, что мне нужно там 50 тысяч, потому что вот такие предложения есть. На самом деле это все бутафория. Таких предложений есть или не есть, ну, в общем, все надо проверять. Может быть, может не быть. Ни о чем не говорить. Без проверки ровным счетом никакие выводы не являются легитимными. Это, к слову, на канале есть видео о том, как искать яхту. То есть там есть куча местных сайтов, показаны в разных странах. Найдите его, где искать яхту. Отличное видео для того, чтобы понимать, что отсматривать. Ну, значит, перешли мы к этапу номер 2. Созвонились, договорились, надо осуществлять осмотр. Осмотр вы находитесь, не знаю, в России, в Беларуси, Украине или на Диком Западе. Надо посмотреть. Ну и, конечно, у вас появляется несколько опций. К примеру, это может сделать продавец, самый бюджетный вариант. Но, скорее всего, ни один грек, ни один европеец никуда не поедет, и эта лодка где-то стоит, и открывает ее какой-то маринер. Но, в общем, это не вариант. Можно ехать самому. Опять же, где бы вы ни находились, эта стоимость может разниться прилично и может достигать внушительных процентов от покупки. Например, к 20 тысячам вы 2 косаря потратите, тут прокатившись 3-4 лодки, посмотрите, налегке. Ну и, соответственно, потеряете 20% стоимости лодки. Или можете обратиться к людям, которые находятся на месте. Лично в моем комьюнити и в окружении есть очень много людей в разных странах, поэтому можете обращаться, где, что, как посмотреть. Обычно люди берут 100-200 евро в день, плюс транспортные расходы. Очевидно, что это не профессиональный сюрвей, который стоит 1000 плюс, да, с подъемом и всеми делами. Но для общего представления о реальном состоянии яхты более чем достаточно. Делается подробное видео, как было сделано для этого катамарана.
Он размещается у нас в телеграм-каналах, в первую очередь в приват-канале. Ну а дальше он выходит в публичное вот такое поле, как YouTube. Видео вы можете найти, как я уже говорил ранее, первичного обзора, как это все выглядело изначально. В конце, кстати, у меня есть обзор уже, как это после приведения в порядок эта лодка выглядит. Значит, посмотрели, лодка понравилась, мы примерно прикидываем, какой оффер мы можем сделать, запрашиваем перед этим, естественно, документы. Нам нужна чей это флаг, от этого разнится его делистинг, да, удаление из реестра, а это для разных флагов совершенно разное время. Для английского флага это 2 дня по имейлу, а для греческого это от месяца до полугода. Ну, а у многих могут возникнуть и другие проблемы, о которых я слышал нередко в чате, о том, что заортачили, снимать и прочее. Об этом, я думаю, поговорим чуть позже. Если, кстати, есть какие-то дополнительные вопросы, вы их задавайте в комментариях, я постараюсь осветить их в ближайших видео. Сейчас смотрим регистрационные документы, чей флаг, смотрим, кто хозяин, с кем заключать bill of sale. И для лодок младше 98 года необходим SE сертификат, либо для неевропейского производства building сертификат, либо так называемый мерилка, да, как-то так и называется. Точнее, могу потом подробнее скинуть чек-лист для регистрации. В частности, это требование польского регистра, который на данный момент я считаю лучшим, поэтому и сам его использую и как бы многим ставлю. Являюсь представителем одной из хороших регистрационных компаний, делают все четенько, быстро, в течение месяца, 30 дней. У меня все ребята выходят пластики, у меня нет никаких задержек, не знаю. Опять же, о проблемах регистрации я слышал много, но я думаю, что это, так сказать, проблемы посредников, которые много на себя берут и сильно задерживают трафик. Поэтому у меня регистратор отличный, делает все вовремя. Опять. Ну и прочие документы, которые с этой лодкой были, возможно, предыдущий хозяин, там еще что-то дополнительное, все, что вы можете увидеть, замечательно, почитать, посмотреть обслуживание, там графики. Ну, это все как обычно, в этом нету особых нюансов, поэтому здесь не о чем говорить. Вот. Что этот выпуск должен быть какой-то на одних картинках, потому что мы проезжаем кучу всяких классных мест, и вот одно из которых. Идем мы вон туда, на стояночку, 2-го дня. Твою мать, красота-то какая! Обдумывая, какую стоимость мы можем заплатить, стоит брать в расчет еще несколько моментов, один из которых, естественно, ваты, налоги, НДС. Если я не ошибаюсь, то до 1986 года лодки освобождены от этих НДС, но возможно и нет, возможно что-то изменится. В общем, если есть возможность у покупателя забрать документ об уплате НДС, это супер замечательно. Если нет, надо как бы к этому внимательно относиться, потому что он и теряется, его уплата в ЕС, в частности, если она там сколько-то лет не была на территории Евросоюза. В общем, нюансов здесь достаточно, а сумма это 20% к стоимости лодок. То бишь, это первое, что может повлиять на решение. Безусловно, комплектация лодки. Вроде бы кажется банально, но это может глобально разниться до 50% стоимости лодки, одна и та же. Вы смотрите в рынке, и они совершенно по-разному стоят. По очевидным причинам внутри лодок разные комплектации. К примеру, автопилот 1500, солнечные панели 500, батарея замена 1000, какой-нибудь мотор от 3 до 7, ну и там до 12, понятно, но все равно там около 3 до 7. Его состояние объекта, безусловно, имеет значение. Давайте на примере вот какого-то кейса. У нас есть человек, живет в Греции и подбирает себе лодку. У него на выборе, например, Дюфор 30, 35 тысяч стоит. Бавария 34, около 20. Или Макгрегор 26, порядка 15. Но здесь же имеет значение и обслуживание. То есть они совершенно в разных вроде бы категориях, но вполне могут быть в одной линейке выбора. Ну красиво, что сказать. Дима продолжает осваивать лодку и управление. Так, мы входим в Карибский канал с востока, страны Патров. Вот такие снэк-бар, все дела. Мы идем практически в хвосте колонны. Подошли, ждали не очень долго.
На выходе организован такой причальчик, но касса только с той стороны, со стороны Афин. Там мы и будем платить. А это место автомобильный мост разводит. Вот в канале есть маленькие каналы. Шумят цикады. На секундочку, это самый узкий судоходный канал в мире. В мире. Вот так вот, на. Поток воды, видимо, ходит, и вот эти стенки все немножечко падают. Думаю, что его по зиме чистят. Но самое будет интересное вон там, ближе к центру. За нами еще двое даже ребят есть. Дима, ну что, ты проходил какой-нибудь канал когда-нибудь в жизни? Он твой первый? Первый канал на Первом канале. О, а он незабываемый. Первый всегда незабываемый. Я говорю, мы любим, когда учим. Я тебя понял. Я все это покажу. Водичка не хуже, чем в Беларуси на меловых озерах. Голубенькая, красивая. Катамаран показывает себя очень хорошо в этой поездке. Значит, все, принимайте решение, какую стоимость вы готовы людям предложить. Тут есть как бы два пути. Не два пути, а развилка, да. Вы можете работать, продавец может работать с брокером, ну и вы, соответственно, вынуждены работать с брокером. С брокером имеется в виду с официальным представителем брокера в стране, там, бла-бла-бла. С такими людьми делается следующим образом. Вы письменно оговариваете условия вот этого оффера, да. В случае его принятия вы обязуетесь по этому офферу оплатить процент предоплаты, которую вы оговариваете, обычно там процентов 10, это остается у брокера в виде залога, и оно не уходит по покупателю, если вы работаете, опять же, с официальным каким-то брокером и так далее. Далее клиент подписывает, продавец подписывает этот оффер, который вы сделали, либо, как у нас было, например, в темную, раз, и нам просто сообщают, что, извиняюсь, вы выбрали другой. Все, после подписания это уже как бы намерение покупки, и эти намерения закрепляются вот этой предоплатой. Вы ее осуществляете, и брокер переходит к следующему этапу дерегистрации, таксы с кастом очистки, всевозможные проверки этой лодки на какие-либо долги, чтобы у вас не было залетов. Ну и вариант номер 2 — это обычная частная продажа, где вы сами проверяете документы, находите владельца в регистрационных документах, берете его паспортные данные, сверяете, составляете bill of sale. Сразу же никаких офферов не требуется, подписываете его там по договору в этом bill of sale, например, делаете предоплату для дерегистрации, либо как-то по-другому он обязуется после оплаты там осуществить. Ну, в общем, вы самостоятельно договариваетесь о всех вопросах с продавцом. Теперь нам нужно обдумывать, как же нам перевести средства. И тут возникает первый узкий момент для красных паспортов. ЕС ограничила платежи граждан России, ну и как бы, в том числе, кстати, по-моему, некоторых и бывших граждан России. Есть всякие эти моменты, нюансы, поэтому лодки, которые оплачиваются не за кэш от русского гражданина переводом из-за границы, с очень большой вероятностью могут быть заблокированы и как бы в неизвестном направлении. Так сказать, вы потом будете долго запрашивать их возврат. Безусловно, ко всему к этому есть уже давно готовые решения. Они разные в разных случаях, поэтому как бы все обговаривать здесь не вижу смысла. Пожалуйста, обращайтесь, чем смогу, обязательно помогу. Все это делаем из практики, а не как бы где-то там что-то начитавшись, потому что, опять же, то, что было сделано выводы за это годы, все-таки здесь практика работает значительно лучше и больше. Вы можете иметь 101 миллионов прав, а в практике этого нету, и этого не случится, будьте уверены. Ну что ж, давайте продолжим с брокером. Значит, вопрос оплаты решен. Так или иначе, оффер принят, сделана дерегистрация, собран пакет документов для передачи. Замечательно, вы можете заключать bill of sale с брокером и оплачивать полную сумму. И яхта переходит в ваше владение. С частником это уже произошло после оплаты. Что сказать, поздравляю, вы стали владельцем яхты. Ваше право собственности подтверждается bill of sale и оплатами по этому контракту.
Далее вы делаете регистрацию. Почему, например, интересна польская регистрация для путешественников как в Евросоюзе? Потому что внутри Евросоюза польская регистрация является домашней. Вам не требуется делать транзит-логи, платить за какие-то процедуры, переводы. Ну и у вас нет ограничений по пребыванию данного объекта в территориальных водах ЕС. Регистрация бюджетная, порядка 500 евро плюс-минус по длине. Она бессрочная. Она делается с ММСАем, с позывным европейским, поэтому не знаю, что может быть лучше, как говорится. Навалил кирпичей, пока становился лагом, но мы встали, все в порядке. Вот ребята еще подходят, заключительные. Идем платить. Видите? Нету русских флагов, ни белорусских, ни друзья мы здесь. Big Brother паркуется. Что, идем платить? Что тут написано? Ну все, а закончили мы вот с таким видом. Прикрылись не очень большим островком, с проливом. Но ветер у нас оттуда, вот островочек нас сбивает немножко волну, нас совсем почти не качает. Там рыбаки, фермы и мы. Больше никого. С таким вот закатом, ребят. Очередной день мы прошли Канарийский Тана-канал. Сегодня у нас по плану идти между островов в восточной части Турции. Ой, Турции, говорю, Греции, на Турцию. Ну и как бы ничего интересного не предвещает. Потому что вот такие виды будут нас окружать в ближайшие 10-12 часов. Еще такой маленький прогулочный катамаранчик. Нравится? Да, если вы видите, то вот эта хреновина, сейчас я вам приближу, наваливает с невероятной скоростью. Вот он поближе подошел. Набирает скорость. Попер. Только слышно звук ух, и волна пошла за ним. Так, припарковались. Вот тут на каком-то пирсике, у которого, видимо, ферик встает, но мы по-быстрому, этот часочек нам надо. Бежим в магазин. Женя в этом городе, конечно, какое-то безумное. Ферри, ну не знаю, сколько, полчаса, уже 5-й ферик туда-сюда перегрузился. Там вот скоростных 3-й подошел. Очень быстро все происходит. Вообще туда-сюда, объемы людей, автомобилей. Какой-то интересный город. Ну, виды красивые, согласитесь. Стояночка здесь стоит. Здесь пляжик прямо городской. Так, обращение к господам специалистам. Смотрите, он находится от нас в метрах 50 метрах. Наполненные паруса, мы видим. Да? Почему, блядь, наши тряпки висят? А? Почему? Почему? Это матрица. Мы как бы с ним, блин, очень близко, а у нас разные действия. Кошмар. Продолжаем приводить нашу сделку в порядок. Мы приобрели лодку, отправили документ на регистрацию. Необходимо первично привести объект в порядок. Естественно, сервис мотора, антифолинг, ну и все первичные как бы моменты, которые вы можете высмотреть. Если лодка стояла 3-4 года, аккумуляторы вон. Если чего-то нет, надо докупить. Очевидно, какой-то первичный бюджет для дешевой лодки 2-3 тысячи. Ну, для дорогой можете прикидывать там, не знаю, процентов 5-7 от объекта. Я думаю, будет плюс-минус достаточно для старта. Привели в порядок. Перед спуском нам необходима страховка от третьих лиц, что является обязательным. Я не знаю, кто распространяет слухи, что это не обязательно во всем, наверное, цивилизованном мире. Возможно, если вы не будете заходить никуда и торчать на якорных стоянках, и то, если к вам подъедут, обязательно это проверят. Опять же, для всего цивилизованного мира с этим нет абсолютно никаких проблем. Куча компаний, которые делают эти страховки, но для определенной группы лиц, в которые, кстати, включены и белорусы, и Украина, и Россия, не страхует. Ну, сейчас компания, например, одна перешла чисто на граждан Евросоюза, к примеру.
Вот. А другие крупные компании очень придирчиво ко всему этому смотрятся. Это как бы владельцы с группы риска. Ну и тут, в частности, для греческих и турецких вод, только пока для них, найден вариант решения нормальной страховой компании. Стоит такая страховка от 150 до 250 евро, примерно так. В разных странах есть различные дополнительные оплаты, кто-то за свои территориальные воды берет, ну, в частности, в Греции есть такой налог, называемый ТПАЙ, налог на ветер. Его стоимость примерно от 15 до 33 евро для лодок до 12 метров и 10 евро за каждый метр для лодок длиннее 12 метров. Кстати, удивительно, что Карибский канал берет только по длине, ширина его не интересует. Значит, вечер какого третьего дня путешествия. Тормознули вот в таком а-ля Санторини беленьком. Не до Санторини или Санторини для бедных. Пустынный остров каменный и белые домики. Нас встречает такой закат. Если, кстати, назад чуть отмотаете, то увидите, как мы зашли в область Мельтеми, и у нас пошел острый Бейдвинд, по которому мы, собственно, почти 3 суток шли, чувствовали себя совершенно прекрасно. Около 6-7 узлов мы делали без каких-то особых сложностей, с хорошей такой волной, и она была боковой, а не попутной. Поэтому, очевидно, катамаран с широкой посадкой с узкими поплавками весьма даже ходибелен. Симпатичный остров называется Спиридон. Здесь стояночка и даже кайт-спот. Давай, мужик, одна ошибка, и ты с нами, блин. Выглядит все классно. Мы идем еще на всех парах. Нормально, 12. Типа выглядит так, как будто он, блин, грузовик ведет. Гляньте, что творится. Какой нам попутный выписали. Точнее, она нам попутная тоже. Мелкая. Накидываем здесь вообще. Но городишко очень интересное для любого вида спорта. Сошли сегодня на землю. Решили девочек переждать. И в таверну сходить. Дима, путь в таверну тернист. Как горные козлы. Ну, конечно, что ты не свалился, бедняга, не поев. Назад катиться уже будешь по пути. В попутным ветром. Ну что, покушали, кормили собачек. Там есть очень красивая кошечка, вот найдет. Очень красивая. У нее немножечко вот в одном глазике разные глаза очень. Из-за того, что катаракта. Поговорили у этого дядечки, у которого таверна. Это все его ферма. Есть свинки, туда-сюда. И вот его овечки. Их пасут, как у нас в деревне раньше было. По очереди, судя по всему. Там пас человечек. И они свою часть отары забирают. Сейчас все стало спокойно, тихо. Стоим, отдыхаем денечек. Завтра дует сильно по пути. Пойдем послезавтра. Собака уже вон дружит со мной. Че, симпатяга? Как ты? Как дела? Хаваешь? Ну, как говорится, в общем, гайс. Подошло привилегия. Привилегия, да? 42-й. Запарковался, пока мы сели в кафе. В тавер. Ребята на лодочке. Морская черепашка по имени Наташка. Рес. Рес. Здравствуй, здравствуй. Вылазь.
Короче, все. С добрым утром. Ну что ж, наша сделка близится к финалу. Мы уже имеем яхту, подготовили ее к плаванию, сделали реестр, страховку, заплатили необходимые таксис, в частности ТПАЙ, готовы выходить. Собственно, что еще может быть надо? Лодка может сменить порт, страну, то бишь переместиться. Безусловно, можно собрать свою команду, самому это сделать, это вопросов нет к этому. В любом случае не стоит сбрасывать со счетов материальные затраты, так как длинный путь это всегда провизия, провиант, топливо и так далее и тому подобное. Есть ощущение Марса или Луны? А вон там вот за вот этим хребеточком находится бухта, в которую мы идем. Она довольно интересно врезана в середину острова. То есть остров и на, большей частью середины, в общем, там есть такое озеро. Сейчас посмотрим внутренний залив такой. Мы с Димой узрели вот в этом острове. Вы видите, что мы видим? Напишите в комментарии, кто что видит. Если видит. Такого симпатяга. Американец. Встретили. Красивый. Через узкий проходик вот такой вид красивый. О. Доброе утро, страна. Легкий попутный ветер. И мы уходим с этого острова. Но приключения нас не покидают. Мы не можем завести наш правый мотор. Дима ковыряет его. Камера очень отвлекает, не терять парус. Но хотелось вам показать, как вот красивенько мимо нас проходит человек. Как говорится, яхтинг – это самый дорогой способ добраться куда-то бесплатно. Поэтому не забываем учитывать 2-3 литра для не очень мощных моторов до 50 лошадей расхода на монохулах. В катамаране, кстати, расход был шикарный. 2 литра на каждый мотор, что в сумме максимум 4, но мы шли на одном, где-то около 2,5 в час. А потом мне говорили, где-то около 100-160 лошадей моторы при 6 узлах тратят около 6 литров уже в час. Ну и, конечно же, если вы будете нанимать капитана для перехода, либо формировать команду, к расчету идет 2-4 евро миля. Ну и всевозможные посреднические агентские услуги. В частности, в Турции после ковида можно подавать только через агентов. Это вроде бы 100, 160, где-то в таком пределе. В Греции также можно сделать чекаут с помощью агента, тоже порядка 100-150 евро. Поэтому такие цифры, знаете, если лениться, то можно еще 300 евро потратить. Вот еще какие новости. Оказалось, что вот это уже Турция. А это еще нет. А нам еще день туда идти. Получается, Турция как бы ближе, чем Греция в греческих водах. В нише этого острова есть вот такой городишко. Так мы встали. Завтра уже будем на Родосе. Это последний пункт в Греции. Здесь метров 15 глубина. Ветер оттуда. Но волны нету. Все хорошо. Есть и бухточка небольшая. Туда не лезем. Нам без надобности. Что это? Может, это пожар? Зарево издалека. Так низко. И идет вниз, смотри, прикольно. Сейчас придет, надо понюхать. Может, и горит что. 6 утра. Такой вот подошел. Ферик. Мы покидаем этот прелестный городок. В нем есть жизнь. Нас ждет последняя точка греческой части – Родос.
такая красота. Дим говорит, это ж не автомобильный смог, это же красота. В общем, чуть раньше на видео можно было увидеть, как это выглядел катамаран, когда его покупали. Сейчас пройдусь и немножко расскажу, что было сделано с момента покупки и что еще нужно сделать. Уборочка очевидна, все сейчас уже на местах. Здесь два холодильника огромных с этой стороны и еще с этой стороны загрузка. В общем, все уже обжитое. Есть газ, два огромных баллона в носовой части. Приглашаю вас в свою каюту. Вот такие вот ниши обалденные. Очень все удобно. Мы сейчас идем узлов 8. И у нас волна такая, 1,5 метра, но в хвост. Нас совершенно не качает. Это, конечно, здесь я сплю. Значит, в каждой каюте есть отдельно туалет. Теперь все уже немножко, опять же, обжито. Здесь есть горячая вода, душ, откачка из этого душа и автоматический туалет за счет кнопки. Два темных танка. В каждом черных, да? В каждом поплавке множество всевозможных ниш. Огромное количество просто всего на свете. Тут черта можно спрятать. Здесь, везде, в полках. Ну, обалденно. Там спит Дима, носовая. Ну, давайте с этой стороны носовую покажу. Она чистая. Здесь Димас дрыхнет. Носовой. Вот здесь находится темный танк. Все эти системы перебирали, долго стояло, все позакрывало, трубы меняли. Значит, это мы переходим к тому, что было сделано, да? Помпы все по кругу. Два туалета с той стороны мы подняли, автоматически поменяли трубы. По электрике есть вопросы с подключением в Реймарину антенны. И у нас есть вопросы с реймариновскими приборами. Они работают весьма специфически. Вот здесь вот видно, если мы начнем автопилот включать, он сначала что-то пытается держать, а потом в отсечку крутит в какую-то левую неправильную сторону. Там у нас есть направление, что показывает неправильно, и нет скорости. У нас только глубина осталась. Датчик скорости тоже вроде бы на стоянке показывал, а потом отказался показывать. Что здесь у нас еще? Мы поменяли тросы рулевого привода, восстановили сетанк, ну вот этот темный танк, да? Теперь он уже показывает наполнение и все такое. В лодке также есть обалденная система с вот таким вот огромным, по-моему, 3-киловаттным или 4 или 5-киловаттным инвертором. Система классно дублируется 220, здесь все показывается. И, значит, Димас прикупил себе 4 400-ваттные огромные панели. Здесь 3 стоит, одну мы выкинули на сетки для того, чтобы у нас была какая-то солнечная безопасность. Вот интересно, линии вы видите. Я лично опасался брать большие панели, потому что если затемнение, то она вот не работает. А по факту здесь умно сделали, разделили затемнение с этой стороны, значит те 3 работают, и вы 2/3 получаете. Ну, тут у нас технический зон, здесь был куплен керхер. Здесь очень интересная система, это я покажу, наверное, тоже в своей. Вот, еще раз вернемся сюда для того, чтобы увидеть, какие интересные здесь батареи. Они 6-вольтовые, 200 ампер-часов и соединены по 2, но они кислотные и, судя по всему, обслуживаемые, какие-то очень специфические. В общем, мы там добросили, на всякий случай у нас было 2 бэушки, но электричество здесь удерживается очень плохо. Ну, опять же, 1600, если он поставит солнце, то уже ничего. Стол очень интересный. Мы сначала посмотрели, вот видите, такой вот конструктивный расчет, вы видите, да, провисает. Но по факту оказалось, что раскладывается он вот так, и все становится на своей полочке. Вот такая обеденная зона. Ну, что понравилось, конечно, что не надо совершенно с кокпита никуда выходить. Все перешагнул, и ты как, не знаю, в терраске у себя на кухне. И кухня здесь не по поплавке, а здесь это супер удобно, просто мега супер удобно. Значит,
Ну, тут все почистили по кругу, те или иные проблемы решали. Здесь есть проблемы с давлением воды, ее не совсем хватает. Немножко полазили с вольтметром, немножко поизучали системы. Такой здесь вот автопилот стоит, ремариновские системы подключены, пытались тоже. Привод, как я уже сказал, мы трос, он тот задний, покупали. Стоимость оказалась приемлемая в Левкаде. Компания называется Waypoint, делает троса всего 140 евро, вообще недорого. Значит, у нас антенна вроде бы подключена, но как бы прием отправка очень плохая. Здесь вот есть какой-то дополнительный аккумулятор, но во всем еще надо дважды разбираться, безусловно. Диме предстоит много работы, всяких апгрейдов. Безопасность здесь была в порядке, они готовили к чартеру, поэтому у нас были все действующие огнетушители. Не работает вот в этой нише танк гибкий, тоже либо под замену, или что. Здесь рундуки под низом всюду. Эти колонки не работают. Ну, деньги, мотор так и не подняли нам. Его стоимость ремонта оказалась дороже, чем, собственно, сам мотор, этот Mercury. Поэтому деньги тоже клеено-переклеены, но они держат слабовато. Там у нас надо чистить ручки. Ну и здесь ставить какую-то ферму для солнечных панелей. И если все это будет сделано, конечно, лодка преобразится во что-то очень приятное. Да, конечно, как же забыть о том, что здесь были полностью починены и обслужены два Янмара 30-сильных. И здесь горячая вода в двух банках, как бы два. Да? Ну, вот такой руль, положение датчик Ремарин. Фильтра были заменены по всей системе, вся зона была очищена. Ну, такие дела. Из разговоров о том, что катамараны скрипят, пожалуйста, катамаран 99-го года, мы идем при достаточно немалых таких боковых и задних качениях, диагонали как такового скрипа полностью отсутствует в этом катамаране. Мы шли и в 30 узлов, тоже опять же бокового ветра, оно качало сильно. Никакого скрипа в этом катамаране нет, это Voyager южноафриканский. Но вот такие удары, когда волна приходит, нет-нет, да прилетает, как бы. Не так, чтобы супер часто. Места, конечно, огромное количество. Вот, как я говорю, здесь рундуки, там рундуки. В общем, рундуки везде и всюду. Везде просто. Вон в стенках, тут. Ну, в общем, вы поняли. Места огромное количество, конечно. Утвари здесь можно засунуть. Неимоверная история. Так, вот это охраняет берега Греции. Это вообще мелочь. Крепость Родоса. Люди везде шарахаются. Ровно то же самое, только в другую сторону, не переживай. Там вон фрески какие-то. С ангелами-хранителями. Или с кем. Ну тут жизнь, житуха, тусовка. Кого? Лайнер? Нет, я имею в виду, крепость. Да, длинная. Деревянная набережная. А водичка, чистота, красота. Смотри, как прикольно, как будто в воздухе висят. Продается, может. А? Фишингом займемся, блядь, на Родосе. Видео подходит к концу. Мы идем по улицам Родоса. И если вы досмотрели до сюда, естественно, стоит поставить лайк, подписку, комментарий. Это для продвижения и большое от меня спасибо. Значит, надеюсь, был полезен. Если остались какие-то непонятные вопросы, задавайте в комментарии. Безусловно, каждый нюансный сделку стоит рассматривать отдельно, но в общих чертах, по крайней мере, процесс понятен, о чем меня много раз спрашивают. Значит, что хотелось бы еще сказать по поводу катамарана, на котором мы шли. Он великолепен. Я, честно сказать, очень скептически относился к катамаранам, вспоминая безопасность, их переворачиваемость там и многие-многие вещи, стоимость обслуживания и так далее. Но, честно вам скажу, оно того стоит. Я для себя, как писал в своем телеграм-канале уже, определил те группы как бы яхт, лодок, объектов, которые вот мне интересны. И из катамаранов, безусловно, меня интересуют широко поставленные узкие поплавки,
без флайбриджа. Вот мы встречали немца такого, здесь фонтан Пажо тоже свеженький бывает. Они бывают без флайбриджа, широкие, длинные. Такие катамараны шикарно ходят против ветра, попутно. Все пруфы доказательства есть в этом видео. Ну и, например, на якорных стоянках, когда отсутствует ветер, боковой качке они совершенно или минимально подвержены. Да? Монохол бы раздавал бы такую амплитуду, а катамаран стоит шикарно, спишь как дома. Поэтому чистый респект, безусловно, они стоят денег. Всем счастливо и до встречи. Рано утра. Все, катамаран пошел на место своего базирования в Турцию. Мармарис его встретит другой помощник и проводит до Алании. Это было интересно.